Тут еще должно быть где-то место, которое я могу открыть, да? Должно ведь. Открой, пожалуйста. Типа у меня ключ еще есть один. А, второй этаж. Ага, вот это вот сюда и ключ, походу. Прекрасненько. Прекрасненько, распрекрасненько, конечно. Так. Открой мне, пожалуйста, эту дверь. Ящик, в смысле? Пусто. Опа. В смысле закрыто? Опа, дневничок Дворецкого. 3 января 94 года. 2 недели назад Скотт пришел ко мне и спросил о Софии. Я был удивлен тому факту, что он знал о ком-то, кто работал здесь 20 лет назад. Я сказал ему, что она работала здесь горничной, но спустя несколько лет решила покинуть деревню. Сегодня я говорил с Вивиан. Она не спросила, упоминал ли Скотт или спрашивал еще о чем-нибудь. Вивиан выглядела взволнованной и сказала приглядывать за ним. Это настораживает меня. Дерек, похоже, не собирается ехать с Вивиан. Не думаю, что 5-дневная поездка так уж длинна. Чарльз часто совершал поездки дольше, чем это, и Дерека, казалось, это не волновало. Если подумать, Дерек необычайно молчалив, когда Вивиан рядом. Он даже не смотрит на нее, будто старается избегать ее. Интересно, почему? Я заметил, что Вивиан ведет себя все более и более странно, когда видит Скотта, до такой степени, что ее угнетает его присутствие. Она попросила Чарльза, чтобы кто-то заменил Скотта, но Чарльз оставил его, ему нравится мальчик. Возможно, эти вылазки на охоту действительно сдружили их. Сегодня годовщина смерти отца. Не могу поверить, что прошло уже больше 2 десятилетий. Я посетила его могилу утром. Его надгробная плита вся в листьях. Похоже, осень началась. Мамина надгробная плита тоже покрыта листьями. Я прочитал сегодняшнюю газету, рассказал ему о здешних недавних событиях. Пока сидел и разговаривал с ним, мне стало интересно, слышит ли он меня. Я что, просто проведу остаток своей жизни, служа Чарльзу и Вивиан до самой смерти? Что люди будут помнить обо мне? Я видел Скотта и Тришу сегодня, они выглядели счастливыми. Почти завидую им. Я думаю, что у меня нет и не будет шанса когда-нибудь начать встречаться с кем-то. Какой была бы моя жизнь, если бы я остался с Анжелой? Не думаю, что мы были бы счастливы. Она все равно была не в моем вкусе. Кто тогда мне нужен? Вивиан. Зачеркнуто. Я не знаю, кто. Что? Объясни. Пароль, подсказка к запертому ящику в кабинете. Вычтите колову значков желтых, дротиков от суммы очков красных дротиков, от апартаментов тети Сицилии. Господи! Что? Вычтите количество очков желтых дротиков от суммы очков красных дротиков. А у меня есть. Вычтите количество очков. Не совсем понимаю, это нужно на фотке смотреть или вот здесь, или где? Чего? Кстати, желтый дротик. Это от вот этого, что ли? Подожди, это пароль от вот этого? Вычтите количество очков желтых дротиков от суммы очков красных дротиков. Желтых. Желтые минус красные, короче. От вот этих или от вот этих? Желтые минус красные. Наверное, вот этих. Или нет? Я фиг его знает, честно говоря. О, смотри, дротик валяется. Странно. Как-то. Я не знаю. Ладно, давайте я позже об этом подумаю. Мне кажется, я буду очень долго над этим думать. А сейчас я хочу зайти в эту комнату. Аж. О! Вот так все легко и просто. Вот так все легко и просто. Книги. Дневник. День 1. В больнице мне дали эти таблетки, они должны помочь бороться с депрессией. День 2. Я чувствую легкое головокружение, может быть, из-за утреннего завтрака. День 3. Головокружение приходит и уходит, я все еще могу работать, не такая уж большая проблема. День 5. Сегодня у меня выходной, я не принимал лекарства. К вечеру я начал думать о Вивиан. День 8. Мне снова пришлось ввести Вивиан, поэтому я принял 2-ю дозу. У меня была мигрень на конце дня. По крайней мере, мне не нужно было думать о ней.
Он в нее влюбился? День 11. Неужели Вивиан не может перестать видеться с этим парнем? Почему не перестаю думать об этом? День 12. Теперь я знаю, что мое головокружение из-за этих таблеток. День 20. Таблетки. Кажется, они больше не действуют. Неважно, принимаю я их или нет, но никак не могу представлять, чем Вивиан... Не представлять, чем Вивиан занимается с этим парнем, когда они встречаются. О, Господи. День 32. Перестал принимать лекарства. О, Господи. Да что ж тут творится-то такое? Какая жесть. Офигеть. Нет, нет, подожди, это либо слишком легко, настолько легко, что у меня тупо сейчас... Нет, подожди, я не верю. Я не думаю, что это Дворецкий, потому что, ну, да, хреново, конечно, то, что он вот эта вот фотография с этим словом, но тем не менее, он в нее типа влюбился, они не могут быть вместе, и у него такое разбитое сердце, чел просто не в себе совершенно, но это же не значит, что он обязательно ее убил. Типа он просто очень злой, но хотя кто знает, может и обязательно. Я отвозил Вивиан сегодня, так как Дерек уехал из города Чарльзом. По дороге мы разговаривали. Она сказала, что, несмотря на успешный бизнес, чувствует себя опустошенной и уставшей. Триша ненавидит ее за попытки помешать ей видеться со Скоттом. Кажется, Вивиан очень волнует некий Винсент, а встречается она с Чарльзом, похоже, просто для галочки. Хотел бы я ее утешить, она сейчас так много переживает. Если бы я только мог признаться Вивиан, как уважаю ее, как восхищаюсь ею. 18 января. С тех пор, как Триш назвала имя Винсента, Вивиан была довольно тихой, даже во время обеда она почти не разговаривала. Я едва помню, когда в последний раз Вивиан выглядела счастливой. Не думаю, что кто-то может обвинить ее. Ванда уже давно не приходит на работу, ее болезнь прогрессирует. Интересно, как она справляется. Дерек снова не смог отвезти Вивиан, поэтому я предложил помощь. Прошел месяц с тех пор, как я впервые приехал за ней. Она открывалась мне все больше, рассказывая о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, о непростых отношениях с Чарльзом, а о том, как ей не нравится Скотт. Когда Вивиан спрашивала, что ей делать, я иногда давал ей советы. Порой она просто хочет, чтобы кто-то ее выслушал. В основном я просто счастлив быть с ней. 22 февраля. В последнее время Вивиан не кажется счастливой. Во время дневного чаепития я стоял возле комнаты и пытался послушать разговор. Она чувствует себя несчастной с Чарльзом. Они почти не смотрят друг на друга, не говоря уже о том, чтобы общаться. Лично я думаю, что Чарльз не заслуживает ее. Я закончил читать биографию Вивиан, и половина фактов была неверной. Видимо, писателю стоило лучше делать свою домашку. 17 марта 95-го. Иногда, когда я отвожу Вивиан, она просит меня высадить ее на углу улицы, обычно перед кафе Тома. Она всегда говорит, что вернется домой сама. Мне стало любопытно. И так, после того, как Вивиан вышла из машины сегодня, я припарковался неподалеку, наблюдал за ней. Она заказала кофе на вынос. Затем вышла из кафе, около 5 минут шла по улице до жилого района. Она остановилась перед квартирой и нажала на дверной звонок. Вскоре после этого мужчина лет 30 в костюме открыл дверь. Он наклонился, обнял Вивиан, она вручила ему кофе, и они обменялись парой слов. Я не слышала, о чем именно. Затем они вместе вошли в квартиру. Кто он? 12 мая 95-го. Это уже 6-й раз, как я слежу за Вивиан. После того, как она вошла в дом с парнем, я припарковал машину рядом, чтобы дождаться ее выхода. Это считается преследованием. Примерно через 2 часа перед квартирой остановилось такси. Вскоре после этого Вивиан вышла на улицу, и мужчина вышел за ней. Они немного поболтали, похоже, Вивиан с ним было комфортно. Перед отъездом она поцеловала его в щеку. Что происходит? 29 мая. Я выследил парня, он работает в банке. Место, где не встречаются его квартира. Как она могла так поступить? Кто он? Черт возьми, я болел 3 сутки и не выходил на работу. Лежа в кровати, я продолжал думать о том, почему Вивиан встречается с другим. Независимо от того, что Чарльз сделал с ней, она сохраняла веру в него на протяжении многих лет. Как Вивиан могла завести роман сейчас? Она выше этого, она должна была выбрать меня. Ну, чел. Да, я уже, честно говоря, даже не знаю. Я уже сомневаюсь, кто. Блин, да почему это так сложно? Ладно, сидеть, думать пока над вот этим вот кодом, потому что... Я хз. Короче, я открыла эту дверцу. Я долгое время сидела, я пыталась сама разобраться, как могла, но серьезно. Но, если честно, я это только сейчас увидела. Но я не смогла разобраться, мне пришлось загуглить конкретно вот этот пароль, и потому что, ну... Это что такое?
Окровавленная деревянная панель. Мне нужен инструмент, чтобы вытащить гвозди. Такое, у меня есть инструмент, слышишь? Молоток. Что? Зазубренное лезвие, на нем засохшие пятна крови. Все-таки я в шоке. Это все-таки дворецкий? Что? Подожди, это значит, что я могу уезжать? Нет, подожди. Я еще не все обследовала. Я не могу уехать до того, как я все обследовала. Не, подожди, я не согласна. Даже если то он надо... Ключ от стола. Надо проверить все наверняка. Дайте. Надо проверить. Надо мне открыть абсолютно все места. Ну, типа вот ключи. Вот это все надо мне открыть хотя бы. А можно мне прочитать? Почему не мог прочитать? Давай тебя прочитаю. 21 июля 95 года. Когда полиция сообщила, что Вивиан была убита, я был поражен. Все еще не знаю, что мне делать. Мой разум опустошен. Все, о чем я могу думать, так это о том, как это случилось, как Вивиан может быть мертва. Подожди, это не он. Он же не может и писать в своем дневнике. Вот это. Разве что как алиби, типа, но такое себе, честно говоря, алиби. Эх, да. Тогда почему нож у него в кабинете? 23 июля. Все оплакивают Вивиан. Люди приходят или звонят, чтобы выразить свои соболезнования. Чарльз не выходит из своей комнаты уже несколько дней, и Триша выплакала последние слезы. Дороти занимает работой всех сотрудников особняка, надеясь, что это отвлечет их от смерти Вивиан. Самуэль, наш охранник, просматривает все записи за последние 2 недели на предмет любых подозрительных действий. Хотя хотел бы я чем-нибудь помочь. Скотт был только что задержан за убийство Вивиан. Это правда? Никто никогда бы не подумал. Я не могу себе представить, что Скотт способен кого-то убить, не говоря уже о Вивиан. И все же это сводит меня с ума. Я в замешательстве. Тришу сегодня увезли в больницу. У нее случился нервный срыв, когда она узнала, что Скотт может быть убийцей ее матери. В течение последних нескольких недель ее состояние ухудшалось, и никто не мог ей помочь. Чарльз наконец решил обратиться за помощью к врачам. Мэтью никогда не верил, что его сын убил Вивиан. Он нанял какого-то модного адвоката, чтобы защитить его. Скотта сегодня выпустили под залог. Это какая-то немыслимая чушь. Я не думаю, что Скотта вообще следовало освобождать, несмотря на недостаточные доказательства. Он убил Вивиан. Я знаю, что Скотт виновен. Да, все это знают. Они должны были действовать дальше, привлечь его к ответственности. 1 ноября. Горничные убирались в особняке, когда нашли вещи, принадлежавшие Вивиан, ключи и канцелярские принадлежности. Я спросил Чарльза, что бы он хотел с ними сделать, но он сказал, чтобы я сам об этом позаботился. По итогу я принес их к себе домой. 4 ноября. Смерть Вивиан принесла много горя всем, особенно Чарльзу. Услышав 2 ночи назад, насколько Чарльз убит горем, я не могу больше видеть, как он страдает. Скотт должен заплатить за то, что сделал. Он убил Скотта? Погоди, он, наверное, Скотта убил этим ножом. А Вивиан кто убил? Скотт это, конечно, прекрасно. А Вивиан-то кто убил? Подождите, Скотта ж убили тоже? Господи, я... Есть какая-то... Похоже на ключ от стола. Найден в доме Бернарда рядом с его дневником. Это ключ Вивиан. А ключ Вивиан от чего? От чего ключ? Ну да, Скотта он убил. От чего ключ этот, он сказал? Нам еще нужно найти парочку мест в больнице. Найти, от чего этот ключ. Ах, сложно. Реально сложно. Я даже не знаю, куда пойти сперва, потому что я не знаю, куда пойти. Короче, я нашла все-таки здесь скрытую кнопку. Она была прям вот тут. Это надо было прям тыкнуться в нее. И что мы тут видим? Кролик. Распрекрасно. Это слишком хорошо. Логбук. 20 марта 97 года.
В городе есть частный детектив Стив Мосс. По слухам, кто-то нанял его для расследования смерти Вивиан, как раз в тот момент, когда полиция закрыла дело. Трагично, что дело о смерти Вивиан так и не было раскрыто. Я не знаю, а чей это дневник вообще? 9 апреля. Я видел Мэтью сегодня, когда он пробирался в церковь. Он выглядел более худым, чем я привык его видеть. Мы немного поговорили. Он сказал, что покинет Пенскрик, как только его услуги здесь больше не будут нужны. Я думаю, что недавние смерти в нашем городе на него сильно повлияли, не учитывая ту трагедию, которая случилась с его приемным сыном Скоттом. Даже сейчас никто не знает, что именно произошло. Ни одно из дел не было раскрыто. Иногда я думаю, что если Скотт и правда убил Вивиан, или же это просто случайность, ложное обвинение. 14 апреля. Мистер Мосс приходил сегодня. Он решил спросить меня, знаю ли я то, чего он еще не слышал. Я сказал ему все, что мог. Когда я спросил, как проходит его расследование, он упомянул некий инцидент 1975 года, который, по его словам, продвинет дело на шаг вперед. Как только он вышел, я мог думать только о том, предпринял ли он какие-либо действия по отношению к служанке, которая покинула Пенскрик. Мэтью? Как его? Церковный служитель? Мэтью, это же этот пастор, получается. Вроде как. Подожди, а у меня есть его дневники? Мне надо почитать его дневники. Я про него как-то совсем... Не то, что мало знаю, но я не помню ничего про него. Мне хотя бы не почитать, а так, знаешь, пробежаться быстренько глазами, что там вообще у него написано. Типа дневник. Мэтью. Мэтью. А Стивен это кто тогда? Стивен, понятно. Мэтью. Церковь, горничная родственница. В момент работы София неплохо устроилась. Такое, конечно. Ничего не ясно. Мне нужно найти, откуда ключ, который я нашла. Ладно, пошли, знаете, куда? Пошли сначала в больницу. Блин, а можно мне как-то тут пройти, потому что... Вот тут вроде можно. Мне надо в больницу, потому что я там еще не сделала кое-чего. Я еще покопалась немножко в своих записях. Короче, да, сейчас в больницу. Если я там ничего не найду... Церковь может. Да. Да, у меня еще какой-то церковный ключ. Короче, сейчас бегаю в больницу, потом в церковь. Так. Окей. Чего это? Давай. Я, честно говоря, понятия не имею, но я так понимаю, что это все-таки не дворецкий убийца. Я думаю, что он убил Скотта. И, типа, этот нож — это как более доказательство убийства Скотта. Но Вивиан убил вряд ли он. Зачем мне молоток? Вот что мне интересно. Он же мне еще ни разу... нет, он мне понадобился уже, точняк. Я хочу еще раз обыскать вот эти места, потому что тут где-то должно быть... Должен быть то ли... Это что? 1964. 1964. Я знаю, только здесь может быть. Я не знаю, какой из них. 1, 9. Не тот. Ну, давай проверю все. О, подожди. Не показалось. Ну, ладно. О! Катерина. Катерина?
Ого, а что такой шрифт маленький? 19 мая 93-го. Норма Джефферсон была принята в центральную больницу 22-24. Сын обнаружил ее лежащей на кровати и немедленно вызвал нас. Мы попытались дозвониться до доктора Джонсона, но у нас не получилось. После третьей попытки мы бросили это дело, позвонили доктору Шнайдеру, который не должен был быть на службе сегодня. Это был третий раз, когда нам не удалось дозвониться до Джонсона. До этого такого никогда не случалось. Сюзанна болела уже третий день подряд. В самый последний момент заболела Катерина. Персонал будет крайне огорчен в действиях, ограничен. Пришлось согласиться на работу в двойную смену в эти выходные. Очень жаль, что 8-летний Тимоти Скотт утонул. По слухам, он пытался достать свою игрушку, потерял равновесие. Он был один, все остальные играли на площадке. Тело было найдено через 3 часа в реке, близ охотничьего домика. Находясь в конце коридора, мне на глаза попалась молодая дама, стоящая рядом с офисом доктора Джонсона. Было 23:15, часы посещения точно кончились. При попытке позвать ее, она повернулась и быстренько ушла. Казалось, ее одежда была мокрой, но ведь за окном не было ни капли. Извиняюсь, мне это вообще ничего не дало как-то. Типа. Тут точно больше ничего нет? Да, я как-то не поняла. Мне это вроде ничего не дало. Ключ от стола. Ключ от церкви. Ну, я хз. Тут у меня уже все открыто. Не поняла я вот этого сейчас дневника. Что мне эта информация дала, я тоже не поняла. Может быть, еще что-то я пропустила? А ты еще тут стоишь, слышь? Смотри-ка, ее тут нет. Прикол. А, или она не тут стояла, то вроде тут. Честно говоря, я реально не пойму, что мне это дало, потому что мне это как-то не особо что-то вообще-то дало. Ладно, пошли в церковь сходим. Сложно. Просто реально сложно. Блин. Я не знаю. Может быть, я что-то опять пропустила. Ну, конечно, само собой, у меня много отложенных дел, которые я просто уже забыла. Все мои фотки. Но я просто хз, что с ними делать. Есть еще вариант попробовать найти второе место. Вот где это? Где-то записка. Второе место любимых мест. Мост через ручей у входа... Мост через ручей у входа в ворота. Это мост, который я не смогла открыть. А, подожди. Там, по-моему, еще почта. Почтовое отделение. Я сейчас возле почты. А давай я поищу здесь что-нибудь. Может, я все-таки найду что-то... О! Ручей. О! Ручей. Что ручей? А мне все-таки нужно, наверное, найти еще эти слова. Ручей. Это какое-то тайное место, оно связано с ручьем. Еще раз, мне вот здесь нужно найти надписи. Я, может быть, хотя бы из 2 смогу понять. Ручей. Да, я как-то ничего не вижу здесь. Гостиница Энны. Где тут что будет написано? Ну, прям хорошо должно быть видно, потому что эта надпись была хорошо видно. Ручей. Не, ну это уже прям, это не гостиница, это уже за гостиницей. Чё? Ты чё? Здрасте, приехали.
Гостиница. Ручей. Да блин, дайте мне вторую надпись, ее тут просто нет. Может, я куда-то не туда смотрю, как обычно. А если еще раз просмотреть на этот мост? Мост через реку. Который возле... У входа... А, так это вот этот мост. Что ли? Нет? Оп, стоп. Пенек. Пенек, ручей. Хорошо, допустим, у меня есть 2 названия из 3. Я могу что-нибудь сделать с ними? Пенек, ручей. Ну, кайфую. Ручей, допустим, у нас прямо здесь. А пенек где? Пенек. Надо найти пенек. Или что-то такое. Я не могу, конечно, без 3-го слова наверняка знать. Но это где-то возле ручья. Это я, в принципе, предполагаю. Опа. Я могу как-то что-нибудь использовать? Пенек. Какой пенек? Ой. А тут я могу что использовать? О, пенек, вот пенек. Пенек. В смысле закрыто-то, блин? В каком плане закрыто? Да, а можно я открою? Тут даже кнопки разблокировать нет. А вот есть. А какой пароль? Какой-то пароль там. Это можно посмотреть, наверное, в этой листовке, нет? Вот. Я не знаю. Так, двоюродный, Пенстрик. Я приготовила свой подарок к твоему дню рождения. Дождись моей телеграммы в тот день. Ее день рождения? День рождения Софии, что ли? Или день рождения Софии, или снова вот этот пароль, который на этой обзор. 0526. Можно попробовать. Нет, значит, ее день рождения. А день рождения Софии когда? Так, когда день рождения Софии? Вопрос. София. Техпод, приют, наши дни, женатый. Блин, а какой пароль? Угадайте, кому очередной раз пришлось загуглить. Честно говорю, я так и не поняла, что это за дата. А я просто, типа... Опа, чё? Колечко. Дорогая София, пожалуйста, дождись моего возвращения с любовью, Мэтью. Каждый момент, проведенный с тобой, словно прекрасный сон, ставший явью. С днем рождения, Мэтью. Отец Мэтью, то есть, да? Дорогая София, давненько я тебе не писал, был очень занят. Надеюсь, у тебя все нормально. Отец Келвин учил меня, как быть слугой Божьим, усиливая веру во Всевышнего, помогая людям. Когда я вижу тех, у кого нет еды и крыши над головой, мое сердце раскрывается им. Я хочу помогать делать
для людей больше. Отец Келвин выдал мне множество важных дел и поручений, и эти заботы легли на мои плечи. Кажется, что совсем скоро он уйдет на пенсию. Отец Келвин даже позволил мне занять его любимое рабочее место, тот письменный стол, что стоит в учебной комнате. Я сменил его код на 03 по 17. Это тот самый день, когда ты в первый раз пришла в приют. В Пейнстрике довольно тихо, ничего особенного не происходит в нашем маленьком городке. Оливер все еще работает фотографом. Чарльз и Вивиан занимаются бизнесом, как и раньше. Триша уже 7 лет. Для ее возраста она довольно умна, и еще она любит ходить куда-нибудь с отцом. А Бернард, как прежде, остается доверенным дворецким. Не думаю, что его сможет кто-либо заменить. Касательно меня, я в городе дожидаюсь твоего возвращения. Помнишь церковный чердачок? Я провожу там все свободное время, занимаюсь резьбой по дереву. Это занятие позволяет расслабиться. У меня хорошо получается. Порой думаю о тебе, вспоминаю про то время, которое мы проводили вместе. Не уверен, понимала ли ты, какие я испытывал чувства к тебе. Пишу эти письма с тех самых пор, как ты уехала, но никогда не отправляю их. Честно говоря, это потому, что даже не знаю, где ты сейчас находишься. Однако, пока я пишу, создается ощущение, что мы близки, как раньше. С того момента, как ты покинула Пейнстрик, прошло уже 6 лет. До сих пор не знаю, где ты. Единственное, что хочу сказать напоследок, береги себя, это будет последнее письмо. Я надеюсь, что когда-нибудь мы вновь увидимся. С любовью, Мэтью. Мэтью. Ну, мне, короче, в церковь теперь 100%. Я все тут прочитала. Дайте выйти. Ой, а как отсюда выйти? А, вот так. Пошли, значит, в церковь. Блин. С отцом Мэтью тоже что-то непонятное. А где он делся, отец Мэтью? Он же живой? Или куда? Он вроде живой. Тут, конечно, половина города умерла, я уже и не знаю точно наверняка, кто из них да, а кто нет. Ну, да ладно. Короче, нам надо в кабинет. Вай, зайди, пожалуйста. Нам надо в кабинет, и нам надо найти, откуда этот ключ, который у меня здесь. Здесь, в инвентаре. Я немножко рассеянная на протяжении этого видео. Я не знаю, целое оно получилось или обрезанное, но извиняюсь за это. Так, куда мне хоть идти? Здесь я открыла все. Тут. А, наверное, в втором этаже кабинет, да? Или не, да, не знаю. Сейчас посмотрим. Кабинет, где есть какие-то циферки, мне надо бы. Циферки. Не, это не тут. Это, наверное, все-таки на первом этаже, да? Не знаю, что с этой игрой не так или с чем. В смысле, подожди, а где этот... Так это на втором этаже кабинет? Или где? Вот этот кабинет? О! Пойдешь ко мне. Не то. Я чуть-чуть не то сделала. Хотя, в принципе, так тоже можно. Нет, не получается так. Блин, да я хочу превью для тебя взять, или что? А то тут просто превью брать негде, я уже это, наверное, говорила. Я фоткаю рандомных людей на фотографиях. Не могу понять, сделался скрин или нет. Да, сделался. А, во! Во! Так. А, вот 0318. Зачем мне было вот это вот? Секундочку.
Секундочку. Опа. Что нашла? Вообще капец. Ты прикинь, если б не заметила. Это тоже Мэтью, ну логично. 13 мая 95-го года. Я навестил Скотта сегодня и не могу поверить в то, что он сказал. Как София могла умереть? Как Эндрю, Генри и Вивиан могли убить ее? Дороти знала, а как насчет Ванды или Чарльза? Знали ли они? Почему мне никто не сказал? 28 мая. Я сходил на могилу Софи сегодня. Это был просто деревянный крест, который сделал Скотт. На нем не было никакого названия. Я поставил перед ним цветы. Ей всегда нравились цветы. 4 июня. У нас сегодня было место. Там были Вивиан и Генри. Эндрю, как обычно, не пришел. Все, о чем я могу думать, когда смотрю на них, это действительно ли они убили Софию или нет. Когда они восхваляли Господа на протяжении всей проповеди, меня тошнило. Я не мог видеть их лица. Что мне теперь делать? Знаю, что должен простить их, но это так трудно. Я умираю внутри. Лучше бы никогда не навещал Скотта, лучше бы я никогда не слышал, что он сказал. Хочется забыть обо всем этом. Мне нужно поговорить с Эндрю. Мне нужно, чтобы он признался. Что? Что? Нажми-ка. Что открылось? А, ничего? А! Что? Приколы. Ой, что-то к темно, секунду. Вот так, чуть-чуть получше. Честно говоря, неожиданный поворот. Свет включи мне. Ёб твою. Что? Это... Дорогой Мэтью, пишу это письмо, чтобы ты знал, что случилось с Софией. Мои дни сочтены, я думаю, ты имеешь право знать, что произошло 9 лет назад. В 1975 году, когда Вивиан Робертс сделали кесарево сечение при родах Триши и сказали, что больше детей у нее не будет. Ее психика пошатнулась, и она была госпитализирована. Софии было поручено заботиться о новорожденной Трише, помогать Чарльзу Робертсу. Чарльз, столкнувшись с большими трудностями и давлением, к сожалению, нашел утешение в Софии. У них была интрижка, родился мальчик. Несколько месяцев спустя Вивиан узнала об этих отношениях, впала в ярость, чувствуя угрозу со стороны незаконно рожденного мальчика. Вивиан выгнала Софию с ребенком из Пейнскрика. Все поддержали ее, но правда в том, что я забрал мальчика в приют Святого Патрика, назвал его Скоттом. Время летит, скоро ему исполнится 10. Я молюсь за то, чтобы ты смог взять на себя ответственность за его воспитание. Ему не нужно знать о своих настоящих родителях, все это осталось в прошлом. Вместо этого помоги ему начать новую жизнь. Искренне надеюсь, что ты простишь меня за то, что я так долго скрывал это от тебя. Келвин Беннет. Ёпты, открой. 12 апреля 1975 года. Дорогой Мэтью, прошло уже больше 2 лет с тех самых пор, как я начала работать в особняке. Мне нравится это место, люди хорошо ко мне относятся. Спасибо за письмо, жаль, что я не смогу принять участие в вашей миссионерской работе. Буду молиться за ваш успех. Ты всегда был благочестивым человеком. Помнишь о наших желаниях, загаданных тогда, когда мы были в приюте? Твоим было помочь всем бедным и несчастным, а моим не быть бедной. Что ж, никто и подумать не мог о том, что они скоро сбудутся. Может быть, небеса мне помогают. Через несколько месяцев мое желание станет реальностью. Хотела бы сказать тебе больше, но это может подождать до твоего приезда. К тому моменту все может поменяться. Я надеюсь, что в лучшую сторону. Всегда твоя София Миллер. Второе. Нет? Здесь пятна засохшей крови. Ну, понятно. Ну, все ясно, короче. Убил Мэтью, окей. Так и запишем. Не могу. А ну, покажи мне, может, я смогу так увидеть, приблизить. А приблизь! Это максимум? В смысле, вот максимум. Лол. Е отличается. На пишущей машинке, как писал детектив, Е отличается. Кто-то прибыл в Пейнстрик. Она не может знать. Жди, когда это написано?
Что это такое? June 6th, 6 июня 95 года. 1995. I met Andrew Вечером in я the встретился с evening Эндрю в его доме. at his house. He was У него в это время hallucinating были when we met, галлюцинации. saying Он that говорил о том, что София he's повсюду, seen Sophia everywhere, that he's a что sinner, он грешник and that he should и die. должен умереть. But I didn't mean to Но kill я him. не собирался его убивать. My hands are so У меня до shaky. сих пор трясутся руки. О боже. June 30th, 30 июня 1995. 95-го. Dr. Johnson Пришел came. доктор Джонсон. He was surprised Он to see был me. удивлен, увидев меня. He tried to Он пытался justify, оправдаться. saying it wasn't Говорил, his что fault, это не его вина. that he was И что он only всего лишь carrying the заботился о baby and ребенке had и не мог nothing to ничего do with поделать со Sophia's смертью death. Софии. When I revealed Когда я the сказала truth ему about правду о Magdalene, Магдалине, his его face лицо turned побледнело. white. He didn't expect Он не anyone ожидал, to что know кто-то the узнает truth. правду. He deserved to Он die. заслужил смерти. О боже, что... July 19, 1995. 19 июля 95-го. Just like the doctor. Как и доктор, Вивиан пришла одна. Instead of feeling Вместо того, guilty, чтобы чувствовать себя виноватой, она назвала Софию сукой, уничтожившей все, что у нее было. I didn't feel Я не any чувствовала у sign нее of никаких remorse признаков упреков совести, чувства вины или осознания греха. or repentance from her at all. So I gave her Поэтому time дал to ей время, express чтобы herself, высказаться. and then I killed her. И затем убил ее. It's all over now. Теперь все кончено. Why am I not Но at почему я не peace? чувствую умиротворения? Господи, что... Он всех троих кокнул. В городе есть опытный следователь. I thought that if Я I думал, led что him если to заставлю его believe поверить that в то, что Bernard Бернард killed убил Vivian, Вивиан, he just он might примет эту версию. believe it. But I made the Но я mistake совершил of ошибку, trying to пытаясь ввести mislead him. его в заблуждение. Now he's Теперь он suspecting подозревает me of меня being в the убийстве. killer. He has to die. Он должен умереть. О боже, он что, его убил? Отныне вы не можете сохраниться. Что? Подожди, нет, стой, 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 что это значит? Нет! Я же... В смысле не могу? Чёрт. В каком смысле я не могу сохраниться? Мама! Это что? Это кто? Что, вниз? Идти вниз? Иду вниз. Что это такое? Какого... Это что? О боже. Куда идти? Разблокировать. Что это такое? А кто... А кто это девочка? Это София? Это призрак Софии? О, это призрак Софии? Почему? Она помогает мне? Господи, а кто это? Это Мэтью был? Он чё? Чё он вообще тут делает? Что происходит? Они же все уехали из Пенскрика, нет? О боже! О боже, он бежит за мной! Сюда, мне сюда, 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 сюда. Я иду за ней. Я иду за... Мне страшно. Он мчится. Стой! То, с какой скоростью он сейчас мчался за мной, мне просто страшно, что у меня и опять подлагала игра, и, господи, что происходит, где я? Я в больнице? Это вроде вход в больницу был, в морг, я в морге сейчас буду. Стой. Да стой, твою налево! У меня аж ладошки вспотели, реально, господи, как-то темно стало в натуре, что происходит?
Сейчас, секунду, я, наверное, подниму, наверное, немножко настройки. Я не знаю, почему внезапно стало темно и вообще, что тут творится такое, но что-то такое творится. Вон она, я вижу тебя, иду к тебе, иду к тебе, иду к тебе. Почему внезапно все двери закрыты? Что? Да ты... Сломанное ограждение? А... Что это, блядь, вообще такое? Что это такое? А ты почему мне помогаешь? Ты привидение? Ты призрак? Это призрак Софии. А, нет, это призрак Триши. Или Софии. Не помню. Джанет, я рад, что ты рассказала правду об убийствах в Пенстрике. Превосходная работа. Твоя история будет опубликована завтра на главной странице газеты. Пожалуйста, предоставь соответствующую информацию, также фото для твоей статьи в самое ближайшее время. Ричард Харрис, главный редактор. Я как бы только скринов кучу понаделывала, а фоток у меня не очень много. Кстати, мы выяснили, кто нанял частного детектива. Стивен Мосс. Кто убил Вивиан? Мэтью Брукс. Мэтью Брукс. Все правильно. Мэтью Брукс. Что было орудием убийства? Топор. Топор. Выберите фото для газетной статьи. Какое именно? Я не знаю, мне какое фото? Фото для газетной статьи. Топор? Какое фото? Ну, топор или машинку пишущую, или топор, или что? Наверное, это топор. Или что? Или все равно, или вообще насрать, я не понимаю. Фото для статьи. Какой-то черт. Зачем мне какой-то черт? Назад. Имя убийства Мэтью Брукс, орудие убийства топор, фото для статьи, какой-то черт. Орудие убийства, может, мне надо сфоткать было. Я не знаю, может, мне... я не знаю, это вообще влияет на что-то? Я ж типа правильно определила убийцу. Мэтью Брукс, все. Все правильно. Или что? Дороти Паттерсон. Меня зовут Джанет Келли. Я пишу вам, чтобы проинформировать от имени частного детектива Стива Мосса, что секреты убийств в Пенстрике наконец увидели свет. Однако сам Мосс пропал. Полиция пытается обнаружить его местонахождение. Пока я готовила это письмо, не могла не думать о том, что было бы, если бы Чарльз не изменил жене. Что если бы Вивиан не помешала Софии, что если бы Магдалина не настояла на том, чтобы сын продолжил семейный род. Может быть, все случилось бы иначе? Если задуматься, то есть множество вещей, которые им всем просто не стоило бы делать. Иногда так трудно сделать правильный выбор, не так ли? Неужели Дерек так сильно ненавидел Скотта, что по итогу все привело к смерти? Мог ли Мэтью не мстить за Софию, и почему Гэри Джонсон стал сообщником в убийстве Магдалины? Правда в том, что все они сделали тот выбор, который считали лучшим, но он не был правильным. Все это позволило мне осознать ситуацию. Мы вольны говорить и делать те вещи, что угодно душе, но нужно понимать, любые действия влекут последствия. Чем крупнее ошибка, тем фатальнее может быть исход. Отношения Чарльза и Софии действительно были ошибкой. Но у Вивиан был выбор – помешать Чарльзу или же свалить все на Софию. Она выбрала последнее. Вивиан сделала свой выбор, впрочем, свой выбор сделали и Эндрю, Генри и Мэтью. В конце концов, им всем пришлось столкнуться с последствиями. Еще одна вещь озадачивает меня. Если Стивен, как и я, пытался раскрыть правду, то почему тогда я была спасена, а он нет? Надеюсь, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. Пока что история убийств в Пенстрике окончилась. Джанет Келли, 12 августа 1999 года. Я все еще не поняла. Мэтью Брукс и топор положили конец жизни Вивиан, убийство в Пенстрике. Ну вот, моя статья.
Блин. Не, это, конечно, прикольно все. Я так понимаю, что это что-то плюс-минус на реальных событиях там в начале было, да? Ну, не на реальных событиях, а дело плюс-минус реально. Это, конечно, прекрасно. Игра прикольная на один раз. Немножко заморочливо иногда было, но для людей с хорошей памятью почему-то остановился. Для людей с хорошей памятью, в принципе, я думаю, нормально. Что все, что происходит? Все поиграли? Видимо, все поиграли. Мне очень темно. Короче, убийца был не совсем тот, кто я ожидала. Да, в принципе, я никого и особо не ожидала. Все. Я все еще думаю, что хоть Вивиан и виновата в убийстве Софии и все такое, но мне ее все равно жаль. 97% завершено. А почему 97? Я что-то еще не сделала. Ну, не сделала и не сделала. Окей, напишите, как вам игра. Что происходит опять. Получается, спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.